Идеи могут прийти к нам в самых необычных местах, в самое неожиданное время и от самых неподходящих для этой роли людей. Питер Грубер, председатель кинокомпании Mandalay Entertainment, сотрудничающий с Warner Bros., как-то объяснил, как его фирма извлекла пользу из творческого проницательства неопытного стажера. Иногда жизнь заключается в решении проблем. В кинобизнесе проблемы скрываются за каждым углом. Один из наиболее эффективных уроков, который Питер усвоил в решении проблем, заключается в том, чтобы начать спрашивать не «как», а скорее «а что если?». И усвоил он этот урок у молодой женщины, стажировщицы, в фильме, который он продюсировал. Она спасла фильм от того, чтобы его просто отложили на полку. Это был фильм «Гориллы в тумане» 1988 года «Gorillas in the Mist» с Сигурни Уивер в главной роли, который мог бы превратиться в логистический кошмар. Компания хотела проводить съемки на высоте 11 тысяч метров посреди джунглей в Руанде с использованием более 200 животных. Руанда в то время была на грани революции. Студия Warner Bros., финансирующая фильм, сильно переживала, что бюджет будет, мягко говоря, превышен. Но самая большая проблема была в том, что сценарий требовал, чтобы гориллы делали то, что там написано. Другими словами, гориллы должны были играть. Если бы гориллы не смогли или не захотели делать то, что написано, студии пришлось бы обратиться к формуле, к которой раньше уже прибегали в кино. И она не очень-то и удачна. Использовать карликов в костюме гориллы на звуковой сцене. Компания созвала срочную встречу, чтобы решить все эти проблемы. Посередине этого молодой стажер, девушка, спросила: а что если вы позволите гориллам написать историю самим? Все, естественно, рассмеялись и удивились, что вообще эта девушка делала на встрече с опытными режиссерами и профессионалами киноиндустрии. Несколько часов спустя кто-то случайно спросил ее, что она имела в виду. Девушка ответила: а что если бы вы послали самого лучшего вашего оператора в джунгли с тонной пленки, чтобы он там снимал горилл, а историю, то есть сценарий, можно написать после, о том, что гориллы будут делать в кадре. Это была блестящая идея, и студия сделала именно то, что она предложила. Они отправили Алана Рута, номинированного на премию «Оскар», в джунгли на 3 недели. Он вернулся с феноменальными кадрами, которые практически написали историю за сценаристов. Фильм был снят за $20 миллионов, что в 2 раза меньше первоначального бюджета. Неопытность этой девушки-стажера позволила целой компании увидеть возможности, где раньше видели только барьеры. Этот опыт научил Питера Грубера 3 вещам, которыми он позже поделился. Во-первых, задавай высококачественные вопросы. Например, а что если? Во-вторых, находи людей, которые добавляют новые взгляды и создают новые разговоры. Как в этой истории. Опытные кинорежиссеры верили, что их путь единственный, и что стажер не обладает необходимым опытом и знаниями, чтобы иметь свое мнение. В-третьих, обращай внимание на тех, у кого есть другое мнение. Если вам нужны неограниченные варианты решения проблемы, используй тактику «а что если?», прежде чем заблокировать идею. Как это сделать? Вы будете удивлены тому, что вы обнаружите. В 1988 году фильм попал в 10 лучших фильмов года. В 1989-м 5 номинаций на премию «Оскар». В 90-м номинация на премию «Бафта» за лучшую операторскую работу. В прокате фильм соберет $61 миллион.